Всем привет! В этом видео я расскажу вам о том, как сделать руль Logitech Driving Force GT быстрым. Для тех, кто не знает, вот о чем я говорю. Такую модификацию я уже сделал на своем руле и испытал. В этом видео я исправлю некоторые минусы, которые были обнаружены в процессе эксплуатации, а также расскажу, что нужно сделать для такой же модификации. Изначально необходимо выкрутить 8 винтов и одну гайку, которая держит рычаг переключения передач. После демонтажа рычага и снятия верхней крышки нужно снять усиливающую пластину, выкрутив при этом 4 винта. После этого нужно отключить 3 коннектора, как показано на фото. Далее выкручиваем 4 винта и демонтируем основной механизм. Выкручиваем 6 винтов и снимаем основную пластину с двигателем и энкодером. После этого снимаем с двигателя цилиндр. Далее снимаем шестерню с двигателя и выкручиваем 2 винта. После этого снимаем корпус энкодера, а потом плату. После платы снимаем вращающийся диск энкодера, извлекаем ось, а потом откручиваем основание энкодера от пластины и откладываем это все в сторону. Позже нам это все пригодится. Теперь берем основную пластину, извлекаем из нее подшипник и рассверливаем в ней сначала вот это отверстие. Для этого понадобится сверло диаметром 13 мм. А затем необходимо рассверлить вот эти два отверстия сверлом диаметром 3-3,5 мм. А вот так выглядит готовая пластина. Берем шестерню энкодера и стачиваем ее на наждачной бумаге вот до такого состояния, чтобы осталась только рабочая область. Теперь основная задача – закрепить эту шестерню на оси двигателя. В первом варианте модификации шестерня была закреплена на оси двигателя суперклеем, но долго она так не проработала и начала проворачиваться. После разных вариантов модификации было принято решение нарастить ось двигателя. С помощью гравировальной машинки на оси двигателя и на оси энкодера были сделаны вот такие надпилы. Надпилы были сделаны так, чтобы ось двигателя вставлялась в ось энкодера. Снаружи соединение было зафиксировано двумя кольцами. В качестве колец использовал подшипники скольжения от такого же двигателя. Следующий шаг – это фиксация колец на оси двигателя. И на этом шаге была допущена ошибка. Кольца были зафиксированы паяльным припоем. Соединение припоем оказалось ненадежным и со временем разболталось. Из-за этого начался неравномерный износ шестерни. Вместо двух узких колец я решил использовать одну сплошную втулку, чтобы она перекрывала соединение по всей длине. В магазине электротоваров приобрел вот такую колодку для соединения проводов. Разбираем одну секцию и извлекаем из нее одну втулку и 2 винта. Втулку теперь необходимо рассверлить до диаметра 3,2 мм. Сначала рассверливаю сверлом диаметром 3,1 мм. А теперь сверлом 3,2 мм. Проверяю ось на биение.
Итак, вот этот винтик не должен сильно выглядывать вот из-за этой шестерни, иначе он будет царапать корпус. Процесс сборки корпуса энкодера необходимо прикрутить к торцу двигателя. Кстати, диск энкодера вот из этого видео работает исправно, недочетов не обнаружено. Вот этот разрез в двигателе я сделал гравировальной машинкой. Также его можно сделать надфилем или напильником. Для чего он нужен? Вот видите этот просвет между зубьями рейки и стенкой двигателя? Если бы этого разреза не было, то рейка терлась бы об двигатель, а это было бы уже некачественно. Если собирать руль без шайбы, получится нехорошо, потому что шестерня двигателя не будет полностью соприкасаться с шестерней руля. Это плохо, потому что быстрее износятся шестерни. Если же поставить шайбу, контакт между шестернями будет полным. Таким образом, шестерни прослужат дольше. Из-за того, что поставил шайбу, пришлось купить новые винты. Резьба М3, длина 13 мм. Редуктор и старая шестерня двигателя пока не понадобятся. Возможно, они понадобятся при установке второго двигателя. При установке основного механизма необходимо прокрутить руль в обе стороны, тем самым убедиться в правильной работе ограничителей хода. На ограничители хода можно приклеить мягкий материал, чтобы смягчались удары при калибровке. Подключаем энкодер. Ну и конечно же тест.
Вот так гораздо лучше. Можно собирать дальше. Ну а теперь вывод. Стоит ли делать такую модификацию? Для себя я решил, что стоит. Почему? Потому что к старому, медленному, вжикающему рулю я бы не хотел вернуться. Да, сила отдачи стала немного меньше, но зато руль стал более информативный и более тихий. А это, без сомнений, огромный плюс.